Это история о женщине, которая считала себя неуязвимой к последствиям своих действий. История начинается с мужчины, у которого была сложная работа. Ну, то, что делало ее очень сложной, было задание, которое ему дали. Он должен был перевести огромный строительный материал на место, находящееся на холме. Он начал свою работу, но что-то помешало ему. Это была припаркованная машина, принадлежащая женщине. Он вежливо спросил женщину, может ли она отодвинуть свою машину на минутку, чтобы он мог продолжить толкать строительный материал. Но владелец машины твердо сказал нет. Он не сдавался и продолжал просить женщину убрать машину. Однако женщина также продолжала говорить нет. Через несколько минут, похоже, мужчина уже потерял терпение. Да, он думал вызвать полицию, но это просто стоило бы ему много времени, ему нужно было закончить свою работу как можно скорее. Вот почему он решил придумать стратегию, которая также была своего рода местью, как заставить женщину сказать «да» и убрать машину. Водитель втиснул машину с прицепом на узкое место рядом с машиной женщины, фактически заблокировав ее с автопогрузчиком, стоявшим с другой стороны. Рабочие начали выгружать строительные материалы, предварительно позвонив полицейским, сообщив, что у них есть нарушение. Бригадир вынужден был так поступить, чтобы не получить огромный штраф от городских властей. Женщина не реагировала на их действия никак. К машине подошел ребенок женщины. Только тут она поняла, что не может выйти через водительскую дверь и неуклюже полезла через пассажирское сиденье, бросая адские взгляды в сторону водителя грузовика. После размещения в машине женщина попыталась выехать, но ей это не удалось. Яростно набросившись на водителя грузовика, она потребовала убрать грузовик и доски, поскольку ей нужно срочно уезжать. Водитель ответил, что с материалов сняты крепежи и ведется разгрузка. По правилам компании он не имеет права перемещать машину с незакрепленным грузом. Женщина, скрипя зубами, прыгнула обратно в свою машину. Полицейский уже подъехал, но строители не стали говорить об этом буйной мадам, которая уже явно приняла какое-то решение. Она резко рванула задним ходом, опрокинула погрузчик и стала маневрировать с намерением выехать. Грузовик с лесом занимал массу пространства, поэтому выбраться даме не удалось, она застряла. Вопя во всю мощь легких, женщина по-прежнему пыталась выехать. Шокированный полицейский потребовал от нее выйти из машины и сесть на обочину. Чтобы успокоить кричащую даму, офицер вызвал второй наряд полиции, который и заковал ее в наручники. Женщина получила арест и обвинение в создании опасности для ребенка при неосторожном вождении и повреждении чужого имущества. Выяснилось также, что действие ее водительских прав было приостановлено. Грубость и неповиновение закону обошлись даме очень дорого. Поэтому, если вас просят переместиться с незаконно занятого места на парковке, лучше прислушаться к просьбе. Кто знает, какие особые планы действий появятся в голове человека, которого вы спровоцируете своим неуважением.